Добрый день, сейчас захочу записать видео по поводу такого вот. Много вопросов мне задавали на канале. Такой вопрос, как шум, звон в голове, свист, ну или в ушах. Вот сейчас пациентка у меня такая появилась. Хочу описать ее случай. В общем-то, она пожаловалась на врачам на вот этот гул, шум в голове, ну в ушах. Вот, свист, говорит, как в космосе, говорит, в голове как в космосе. Говорит, ну и плюс шаткость походки. В общем-то, лечилась она 6 месяцев. У нас в Мелитополе, 4 месяца лечилась там, поменяла 6 невропатологов, 2 месяца лечилась в Киеве. В общем-то, то есть основная жалоба, вот было написано в истории болезни, шум в голове, шаткость походки, ощущение шаткости походки. Вот ей сделали МРТ, там рентген шейного отдела позвоночника, ангиографию сосудов головного мозга, там МРТ головного мозга с контрастом, дальше, значит, рентгенографию всех отделов позвоночника, вот, с функциональными пробами. То есть все это, и поставили в итоге диагноз задний шейный симпатический синдром Барре-Лью на фоне дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника, болевой миофасциальный синдром верхней и средней мышц спины. Вот такой диагноз поставили. Вот, потом снова такие сделали УЗИ сосудов шеи с функциональными пробами, чтобы исключить ну, вертебродистрофические изменения, синдром позвоночной артерии, вот, исключить дисплазию позвоночной артерии, чтобы тоже исключить, что эти бывают, ну, вещи вызывают такую симптоматику. В итоге и поставили диагноз синдром позвоночной артерии, при том УЗИ сосуда шеи в норме. То есть вот еще раз хочу повторить, что синдром позвоночной артерии это, скажем так, два основных признака. Это врожденная аномалия развития панической аталии, там, извитость или, ну, там, может, дисплазия, то есть меньше 2 мм. Вот. Это не связано с патологией позвоночника. И связанное с патологией позвоночника или травмами. То есть, вот, то есть здесь два основных момента. Или врожденная это вот аномалия какая-то. Но врожденная аномалия вопрос тоже. Она врожденная, она же как-то не мешала ей до 38 лет, допустим. А начала с 38 лет почему-то беспокоить. То есть вопрос, ли врожденная ли это аномалия. И синдром позвоночной артерии, то есть вот поражение позвоночника. То есть то ли остеохондроз действительно давит на, так, компримирует, так сказать, сдавливает эту позвоночную артерию. Или все-таки травма была, в общем-то. Других особых причин синдрома позвоночной артерии не может быть. То есть мы должны увидеть, если есть какое-то сдавливание, его, то есть мы должны его видеть на УЗИ исследовании или на МРТ там, или компьютерной томографии. То есть, ну, этого здесь никто ничего не увидел, потому что так и написали, что со стороны УЗИ сосудов шеи вопросов нету, а диагноз СПА поставили, синдром позвоночной артерии. Но это уже потом в другом месте. Вот, в МРТ, что в МРТ здесь? Ну, вот стандартный такой набор, там С34 2 мм грыжа, С5, С6 4 мм, там с компримированием корешковых каналов, С6, С7 2 мм, ну и диагноз общий такой, то есть по заключению МРТ. Дистрофия, значит, дистрофические изменения остеохондроз С2, С7 с компрессией дурального мешка и корешковых каналов, спинномозговых нервов, сколиоз первой степени, дисконгруентность суставных поверхностей атланто-окципитального сочленения. Ну, то есть, вот можно тоже сказать, что за счет этого дисконгруентности такая симптоматика. Вот. Но, тем не менее, она сказала, меня и лечили, и тянули, и вправляли. В общем-то, ничего-то не помогло на протяжении 6 месяцев. Вот она Бетасерк применяла 60 дней, Дитролекс 30 дней, Мукасат 20 дней через день, Синар какой-то препарат, я не знаю, что это такое, 20 дней через день, массаж шейно-воротниковой зоны, паравертебральные блокады, траумель кололи, там лимфомиазот 10 значит, уколов, лечебная физкультура, лечебная гимнастика, кинезиотерапия,
комплексы растягивания, обезболивающие упражнения, аппликатор Лепко, лежать на нем 2 раза в день, воротник Шанс, от него еще хуже становилось, кинезиотерапирование, то есть фонопресс с гидрокортизоном шейно-воротниковой зоны, вот, и, значит, ну и магнит. То есть, в принципе, всю физиотерапию и мануальную терапию, которую только можно сделать, сделали безрезультатно. Как у нее это все началось? То есть, резко поднялась тревога, сердцебиение, вот это, по-видимому, паническая атака, и в этот момент появился шум в голове, который потом не уходил. И вот она что характерно пишет, что до такой степени ей уже этот шум надоел, что она уже готова была с собой что-то сделать. То есть какие-то суицидальные намерения были, но единственное, это останавливало только, что у нее ребенок есть. Вот, в итоге я ее пролечил. То есть вот есть такие соматоформные расстройства или панические атаки, вот, или даже депрессивные расстройства, в которых помимо всех других симптомов психоэмоциональных есть такой, как шум в голове или вот шум в ушах. Там или писк, или звон, вот такой вот. Там еще другие есть причины. Но вот в своей практике я вижу, когда ко мне люди приходят, у них помимо тревожно-фобической симптоматики, там телесной какой-то симптоматики, присутствует еще что-то свист в ушах, шум в голове, вот, ну, какой-то вот дискомфорт, в общем-то. И он проходит на лечении на противотревожных препаратах и антидепрессантах. И вот я назначил это как вот, ну, похоже очень у него было на паническую атаку. Все начиналось с панической атаки и депрессивного состояния, в общем-то. Назначил лечение, противотревожные, антидепрессанты, там нейролептики, в общем-то, были в начале комплекс. И буквально, говорит, на второй, третий, четвертый день было она вообще, говорит, все прошло. Было все нормально, потом я отменил там один препарат, и она вроде бы, что Виталий Иванович, вроде бы шум снова возвращается. Ну, поменяли лечение, то есть о чем это говорит? Видите, на психотропных препаратах меняется шум вот этот в голове, то есть появляется и уходит. То есть здесь говорит о том, что причина этого шума, свиста вот в ушах, там, это не какие-то там сосудистые дела или там остеохондроз, а работают противотревожные препараты, там антидепрессивные, препараты, которые обладают антидепрессивным эффектом, в общем-то, и уходит этот симптом такой, понимаете, достаточно он, ну, такой, скажем так, тяжелый для человека, просто постоянно этот шум в голове не дает нормально не жить, там, не спать, ничего. Ну, вот, и поэтому у него вплоть до суицидальных мыслей были. Но здесь, понимаете, суицидальные мысли здесь просто так не возникают из одного шума. То есть здесь там еще был депрессивный эпизод. Вот, поэтому сейчас, в общем-то, сейчас мы ее лечим, все как бы нормально. Ну, длительное лечение надо, депрессии, тревожное расстройство длительного лечения требует минимум полгода. У нее стресс, хронический стресс, переезд в другой город. Там она с зоны АТО, по-моему, с Луганска. Вот, и то есть все поменялось радикально, там у них было все, здесь надо все снова, заново начинать. Вот, и вот этот стресс, в общем-то, вот эти панические атаки, тревога, вышло вот таким, ну, там других много симптомов тревожно-фобическо-депрессивных, но один из телесных симптомов, который ее больше всего донимал, это вот шум в голове, шум в ушах или там звон, и навіть как в космосе, говорит, такое ощущение. В общем-то, такая симптоматика у нее ушла. Вот, скажем так, одна из причин вот этого шума в голове, это тревожно-фобические, тревожно-депрессивные расстройства, и такая, ну, психосоматическое расстройство. То есть вот таким вот, но его нет, понимаете, этот симптом, он не моносимптом, то есть нету, что он один только шум и все. Там, если разобраться, то масса других есть симптомов, и телесных, в общем-то, на которые они обращают внимание, и психоэмоциональных. Вот. Дело в том, что сейчас сам по себе, если шум, то есть он достает массу неудобств для человека, то есть он постоянно, ну, как раздражитель внешний, некомфортно ему, и он постоянно, поэтому и депрессивный фон появляется, и тревожность появляется, нарушенный сон, а нарушенный сон, это ночью человек не спит, снова этот шум усиливается. И здесь, конечно, даже если это не причина как психоэмоционального расстройства или депрессивного, или соматоформного расстройства, здесь-то надо подключать к лечению, надо подключать какие-то, значит, препараты, которые убирают тревожность, которые нормализуют сон, и тем самым улучшается ситуация психоэмоциональная и телесная симптоматика уходит,
Вот, но шум может оставаться, вот, может другая какая-то причина. Ну, в общем-то, довольно-таки такой симптом, ну, как бы скажем, для лечения сложный. То есть я не говорю, что 100% это психосоматика. Ну, в большинстве случаев я у своих больных этот шум слышу. И я не слышу, они мне жалуются на этот симптом. Вот, слышу от них. Вот. И при лечении тревожных расстройств, тревожно-депрессивных, фобических или соматофорных расстройств, этот шум уходит вместе с другой симптоматикой. Вот. Но опять-таки повторюсь, что не всегда это психосоматическое или проявление, или тревожно-фобическое. Вот. Вот такой вот пример. Задавайте вопросы. Еще сделаю видео вообще, в общем-то, о шуме в ушах, в голове. Основные причины, на мой взгляд. Какие основные причины. И, в общем-то, и, соответственно, из этих причин, в общем-то, надо действовать. Также лечить человека. Но здесь мы вот четко увидели, вроде бы изменения какие-то есть в позвоночнике, и грыжи есть, и все остальное, но эффект наступил, вот, скажем так, психотропных препаратов, понимаете? То есть можно, конечно, эту симптоматику, то, что нашли у нее, там, допустим, в МРТ шейного отдела, вот, есть там грыжи, все это есть, но это ни о чем не говорит, не обязательно, что он там зажимает эту позвоночную артерию, то есть это, ну, не факт. То есть, тем более у него были приступы панических атак, то есть здесь, скажем так, синдром позвоночной артерии ни при чем. А эти грыжи, ну, они есть у всех, там по 2-3 миллиметра в шейном отделе, допустим, они ее никак не беспокоят. Просто когда появляется такой симптом непонятный, то есть, конечно, его надо к чему-то привязать. И зачастую его привязывают к изменениям, там, дегенеративным изменениям в шейном отделе позвоночника, к остеохондрозу, в общем-то. Ну, и лечат таким же путем. Ну, вот видите, 6 месяцев безрезультатно. Она и в Киев ездила, там, какой-то профессор, в общем-то, как-то там по-разному лечили. Говорит, лечение было дорогое, там, что там у нее там по 400 гривен упаковка, там какие-то уколов, и она была 8 или 10 пачек, то есть, ну, много потратил денег, будет достаточно. Вот, безрезультатно. Сейчас, в общем-то, все нормально у нее. Вот позвонила она мне, я вам тоже говорил, что отменили один препарат, и шум вроде бы снова начинал появляться. Вот, но поменял, то есть, получается, вот опять-таки, убрал противотревожный препарат, и шум начал появляться. То есть тревога появилась, появился шум. Ну, сейчас поменяли лечение, вроде все нормально у нее. Буду вас информировать в дальнейших видео, как с моей пациенткой, что с ней произошло. И буду где-то еще сделаю несколько видео по этому же поводу. Тоже было немного таких больных, как-то руки не доходили сделать об этом видео. Хотя это довольно-таки тяжелый симптом, который тяжело людьми переносится. Вот и бессонница из этого, и депрессия из этого возникает. Даже если это не причина, скажем так, психоэмоционального плана. То есть бывает шум и антидепрессантами и противотревожными препаратами не могу убрать, потому что причина какая-то другая. При том, что в анализах и в исследованиях, там, МРТ, во всем, там, компьютерной томограмме, все в порядке. То есть вот такой вот симптом довольно-таки неприятный. Ну, надо пробовать лечить. И не забывать, что психосоматика это такая, ну, скажем, такие симптомы необычные, понимаете. Вот когда вот симптомы необычные, они необычно протекают, это вот не что иное, как психосоматические симптомы или маскированная депрессия. То есть депрессия, слово угнетать, в этом плане я его здесь рассматриваю, угнетает работу вегетативной нервной системы. И от этого появляется любая симптоматика. Вот. В общем-то, на сегодня все. Пишите в комментариях вопросы там, у кого-то, может, у вас какой-то был опыт с таким симптомом, как шум в ушах. Вот, что вы применяли, что вам помогло. Вот, кому нужна консультация, под видео будет ссылка на сайт. Там и контакты есть. Консультирую, кто не в Харькове, по Вайберу, по Ватсапу, по Скайпу. То есть пишите, задавайте вопросы. Постараюсь помочь. Все, спасибо большое за внимание.